Приветствую вас, мои дорогие, замечательные друзья Овны. Итак, с вами Татьяна Песоцкая, и мы сегодня будем смотреть ваш полный таро-прогноз на август. Мы посмотрим, как и прежде, по декадам. Я получила очень много комментариев, особенно личных сообщений, что случилось, почему нет видео полного. Друзья, бывают в жизни разные обстоятельства, поэтому я возвращаюсь к прежнему формату видео, и у меня есть новый оракул. Сегодня мы поработаем с новым оракулом. Это будет напутствие для вас, в какую энергию входить, как настроиться. Сегодня мы поработаем оракул Гая, или еще называют Гея. Это богиня Земли. Все, что касается древнегреческой мифологии, это все об этом, но это такой длинный ликбез. Начинаем мы с этой колоды, друзья. Посмотрим первую карту для вас. Такие карты, формат вот большие, но очень-очень классные и приятные карты. Прям тактильность и передача, цветопередача, друзья. Понятно, что и ощущения совершенно другие. Так, Овны, настраиваемся на август. Смотрим, ваша первая карта от оракула, да? Овны. Инь и Янь, друзья, карта баланса, карта гармонии, когда внутреннее спокойствие, чувствуется, что ты черпаешь вот эту энергию в себе, это как цикличность какая-то, фильтрация мыслей, я сам себя исцеляю, я сам себе лекарь. И вообще карта говорит о том, что откройте эту гармонию, найдите эту гармонию в себе, может быть какое-то дело, действие, какие-то новые, как привычка какая-то, да, новая в вашу жизнь будет входить, та, которая немножечко вас дисциплинирует и тем самым образом вас гармонизирует. Что-то очень гармоничное может входить в вашу жизнь еще. Инь и Янь, спокойствие. Это классная карта, когда мы взаимодействуем с другими людьми и полная идет отдача, то есть приятное очень ощущение, когда мы общаемся с другими людьми. Социум вообще очень спокойно. Нет людей, которые выводят вас из равновесия. Полная гармония на август, друзья, гарантированно. Так, смотрим. У нас будет 3 декады. Я постаралась подобрать немножечко, да, здесь у нас про землю, что, да, земля — это все самое красивое, все самое вкусное, все самое прекрасное. Это как раз натуральное, то, что дала нам наша планета. Вот, я решила использовать сегодня как раз Мираки. Мираки у нас есть про землю, про наши ресурсы. Так, Овны, 3 декады, настраиваемся на расклад, будем смотреть, что принесет вам август. Время подведения каких-то итогов. Последний месяц календарного лета, но лето может быть в душе круглый год. Итак, первая декада для вас, Овны, смотрим, что принесет первая декада. 7 мечей, хочется откуда-то уйти, убежать, избежать ситуации. По 7 мечей очень много каких-то событий может проигрываться со знаком минус, но это на первый взгляд. Карта кражи, но помните, что свято место пусто не бывает, да? Может быть, пришло время с этим попрощаться, просто скажите до свидания чему-то. Но все-таки как предупреждение, следите за тем, что кому вы говорите, не бросайтесь острыми словами, потому что бумеранг никто не отменял. И помните, да, вот по инь-янь, что отдаешь, то и получаешь обратно. Это как предупреждение. Какая-то неприятная ситуация, расстройство, что-то не сложилось, но еще и карта завышенных ожиданий, когда ты не рассчитал свои силы элементарно. Мы видим, да, что вместо того, чтобы бросить эту корзину с мечами и перестать их просто метать, разбрасывать эти мечи, все-таки птица старается донести эту тяжелую ношу. И здесь просто принять какое-то решение, освободиться от чего-то, от тяжелых мыслей. Не требуйте от других людей больше, чем вы бы хотели, чтобы требовали от вас. Да? Другие люди — это не вы. Давайте дальше разбирать ситуацию. Такая карта вышла, она идет как предупреждение. Что-то не получилось, какое-то разочарование может быть, но здесь не завышайте ожидания. Мы разочаровываемся как раз тогда, когда требуем от других больше или сами от себя больше требуем.
сроки, да, нарушаются какие-то сроки. Так, ну смотрим дальше. Карта Вселенная, карта успокоения. Прекрасная карта. Здесь вышла как раз король жезлов. Ваша стихия, овны, друзья, это вот вы здесь с миром выходите из какой-то ситуации, либо вообще в принципе вот это бремя ему дано разрешиться. Ситуация, где вы испытывали или будете как-то испытывать. Ну, мне кажется, что семерка, она немножко так к прошлому, да, то есть как будто мысли тебя туда привели, в то место, где ты оказался и где тебе не нравится. И здесь выход. Вселенная, вот прям не зря карту назвали Вселенная, не мир, а Вселенная, потому что мир, он, ну, все-таки нас в какие-то определенные рамки ставит. Если бы мы говорили мир, да, это наш земной шар, как мы привыкли думать, а Вселенная — это что-то бесконечное, это что-то безграничное. Вот это как источник энергии. И здесь очень много вариантов выйти из этой ситуации, много общения, много каких-то переписок других людей из других континентов, может быть. Это что-то, что объединяет. Может проиграться так, что семерка мечей — это что-то не очень приятное не для вас, а вообще в принципе, да, как в социуме. В кругу вашего общения что-то происходит и вас как-то задевает, но здесь мир — это что-то как вместе сопереживать, вместе искать решение этих вопросов и так далее. Мир — прекрасная карта, показывает просто нам выход из сложной ситуации, выход из сложных мыслей, там, где ты как застопорился, да, как погрузился во что-то тяжелое, и вы сами себя достаете. Король жезлов, огненная стихия, овны, конечно, вы, но еще могут быть львы или стрельцы. И эта карта тоже сулит успех во всех делах. Очень классная карта на профессиональный рост, где-то что-то не получалось, не складывалось, диалог не сложился, недопонимание, все разрешается в вашу сторону, друзья. То есть очень так последовательно, да, гармонично и последовательно. Вот это про инь и янь. Когда ты не успел где-то провалиться в минус, ты сразу себя достал и понял: ага, так, я в минусе, нужно быстро перейти в плюс. Может проиграться знакомство, но тогда не ожидайте многого от этого знакомства, потому что здесь любое знакомство, бизнес, партнерство, друзья новые, новый человек в вашем обществе или познакомиться с таким мужчиной, много не ожидайте, не завышайте вот эту планку, потому что потом будет разочарование. Лучше не до, чем перья, да. Так, смотрим. Здесь про карьерный рост может проиграться, что предложение, вы здесь уже наметили себе путь другой, сдаться, все, ручки опустить, так, все, мне здесь не хочу. И здесь раз и вас возвращают, потому что ну как-то как прочувствовала что-то на таком глубоком больше уровне, да? Как будто Вселенная вас услышала. Сначала она вам дала пинок под зад, а потом подставила ладошку, чтобы вас поймать, друзья. Давайте еще посмотрим. Ну, по поводу работы мы рассмотрим более подробно, конечно, да? Так, что у нас здесь? Семерка пентаклей. Получает больше всего тот, кто умеет ждать, выдержка, сдержанность. Будь уверен, что твое будет твоим. Будь уверен, что все равно все будет хорошо. Как бы ни сложились обстоятельства здесь и сейчас, все равно по итогу все будет хорошо. Семерка пентаклей говорит нам о росте. Может быть, действительно здесь предложение по работе, прирост клиентов. Может быть, у вас что-то в бизнесе какое-то время что-то не получалось, не складывалось. То здесь эта ситуация выравнивается благодаря миру. Здесь как будто найдено какое-то решение. И это решение может быть найдено при помощи какой-то другой информации. То есть не копаться у себя, сидеть где-то, ковыряться, да. Сложно найти то, чего там нет. Лучше вот откройте себя, откройте свою как страницу в интернете и поищите все, что вам нужно. Вам попадется нужная информация, и это то, что будет вас как продвигать, даже не продвигать, а это про рост, как будто вы будете расти. Вот если в бизнесе был застой, здесь гарантированно начинается рост. Если по работе что-то где-то не понимали, не видели, как разрешится та или иная ситуация, в семерке мечей еще очень много обязательств, обязанностей, когда ты эту тяжелую ношу просто несешь и сбросить не на кого. И здесь вы сами как-то, да, так, все поэтапно, шаг за шагом я все равно все это сделаю, и это получается.
А финансы, прирост финансов, если здесь опять же, про работу, то здесь зарплата, повышение идет зарплаты, но не прямо здесь и сейчас, а то, что, может быть, нужно немножко подождать. Дивиденды, например, да, или бонусы, или премии, которые потом впоследствии будут выплачиваться. По семерке Пентаклей карта ожидания, но это карта, когда мы ожидаем что-то предвкушая, когда мы хотим это получить, и мы точно знаем, что мы это получим. Ну, вот-вот урожай созреет. По здоровью, может быть, по семерке мечей сначала как недомогание, такое как самочувствие не очень, на что-то среагировали, обострение, особенно хроническое обострение. Здесь у нас по Вселенной знак бесконечности, да, как будто что-то хроническое снова вернулось, снова о себе напомнило. Аллергия, да, у нас воздушная стихия, как то, что воздух воздушно-капельным путем, но это респираторные еще могут быть, но наладится, особенно по семерке Пентаклей ты идешь, ты в процессе выздоровления. Друзья, давайте смотреть работу. Так, ваша работа, ну или ваша занятость, то, чем вы занимаетесь каждый день, или что вы считаете работой, может быть, не работа, а ваше любимое дело, или что-то. Ох, туз Пентаклей, друзья. Это вам здесь вознаграждение за ваше терпение, за ваше трудолюбие, за ваш настрой, положительный настрой. И это вам вознаграждение за то, как вы смогли вовремя среагировать или как вы вообще, в принципе, отреагировали на ту или иную ситуацию. Ой, я прошу прощения. Хотела сесть поудобнее, качнула стол. Туз Пентаклей — предложение, карьерный рост, бонусы, премии, первая зарплата, может быть. Если вы, допустим, недавно устроились на работу, это первые уже плоды, которые вы действительно уже можете подержать в руках. То есть не просто что-то где-то на бумаге, а это что-то уже полученное. Открывают перед вами невероятные возможности, берите, хватайте и не отпускайте, потому что по тузу Пентаклей это изобилие, это как врата вот в бесконечные какие-то возможности, которые ведут к изобилию. Если вы не работаете, если вы ищете работу, прекрасная карта, тебе попадется то, что ты хочешь делать, и ты за это будешь получать еще достойное вознаграждение. Вам понравится то место, та вакансия, должность, на которую вы будете как претендовать, да, и вас туда возьмут. По тузу Пентаклей это что-то уникальное, какая-то уникальность в человеке есть, как изюминка какая-то. А по тузу Пентаклей еще, если вы не работаете, а просто, да, ну, может быть, кто-то за счет кого-то живете или просто вы занимаетесь сами своей работой, здесь какая-то возможность открывается перед вами провести время с пользой, то есть не просто растрачивая что-то, а проводить это время и набирать. Прекрасная карта, очень спокойная, здесь беспокоиться совершенно не о чем. Если это про знания, если про учебу, вот планируете курсы на август, это даст вам просто взлет. Если вы думаете, сомневаетесь идти, брать эти курсы, учиться, не учиться, получать эту специальность, смело идите вперед. Так, ну давайте на финансы теперь посмотрим, да, что покажет карта на первую декаду по финансам. Мы же первой декадой нам тут темп такой задаем, да? Раскачиваем месяц, настраиваемся. Финансы. Здесь две карты. Кто-то замер в ожидании, но здесь две карты. Королева жезлов. Королева жезлов сидит, замерла в ожидании. Не упустите возможность, друзья. Не упустите, потому что вот туз Пентаклей у нас здесь вышел на деятельность, вашу профессиональную деятельность. Ну, неважно, в принципе, чем вы тут занимаетесь. Вот у вас здесь есть как... Слишком долго думал, долго не думайте, и приходит возможность, хватайте ее. По четверке чаш карта как пресыщенности, как перебирать, слишком много, долго перебирать, а вы идите и пробуйте. Откажетесь тогда, когда вы это попробуете. Не сразу на старте откажетесь, а когда попробуете. По поводу финансов, ну, немножко, может быть, не хватать, как ощущение упущенной возможности, либо я что-то не увидел, либо я что-то недопонял или недопоняла. Но здесь королева жезлов. Вас ждет успех, друзья, потому что по огненной стихии это обычно какие-то активные действия, которые приводят к хорошему результату. Опять же, огненная стихия, овны, львы, стрельцы еще могут быть, как при содействии такой женщины или при помощи, при активном очень участии. Какой-то совет,
как вовремя, да, что-то в финансах. Да не расстраивайся, смотри, у тебя есть здесь, здесь, здесь. То есть королева жезлов, она всегда приумножает свои достоинства, она не обращает внимания на свои недостатки. И здесь как может вас немножечко, да, подзадорить, то есть, да, подарить какое-то хорошее настроение в плане финансов. Не печальтесь, очень скоро ваше состояние финансовое поправится, то есть все замечательно здесь. Давайте посмотрим на социум, общение, круг общения, да, как будет проходить общение с другими людьми. Карта баланса, карта справедливости, как раз, да, чаша весов, тот же инь и янь, карта взаимодействия, благоприятного взаимодействия. Как я и сказала, вот по этой карте вам в социуме будет очень комфортно, будут попадаться те люди, которые действительно вот вам важны, вот как проводники, да, бывает с пассажиром в поезде едешь, ты с ним о чем-то побеседовал, на следующий день вы разошлись и все, но та беседа, какие-то советы, какие-то ключевые фразы, они надолго врезаются в память. И так и здесь что-то важное, не упустите снова же, да, люди новые, которые будут приходить, вот в первой декаде особенно, не пропускайте возможность заводить вообще в принципе новые знакомства. Здесь по этой карте просто показано, что все спокойно, уравновешенно, не беспокойся. Рядом с тобой те люди, которые тебе нужны на данном этапе жизни. Все, друзья, переходим вторую декаду, смотрим. Вторая декада, что принесет вам вторая декада? Тройка чаш, карта радости, карта удовольствия. Наконец-то, да, из семерки мечей в карту удовольствия. Что-то получилось. Как хочется эту радость разнести просто по всему миру. Совместное какое-то событие в кругу друзей, в вашем обществе, на работе что-то произошло, вместе что-то сделали. Эта карта показывает, как мы слаженно с кем-то сотрудничаем, что-то делаем вместе. То есть ты не один, а вы вместе, как группа людей. И такой положительный очень настрой. Вообще карта гарантирует радость. Ну, давайте дальше смотреть. Хорошие очень новости, известия, вас точно что-то порадует. Так, друзья, я прошу прощения, у меня за окном немножко громко, шумно ведутся ремонтные работы, но все мы потерпим, потому что мы знаем, что результат, самый важный результат. Так, смотрим дальше, что еще. И та же тройка мечей, надо же. Здесь что-то может проиграться про треугольник, но треугольник это не всегда про отношения между мужчинами и женщинами, это еще может быть про участие третьих лиц. Здесь башня. Здесь разрушить то, чему давным-давно пора разрушиться, как кто-то стоит между вами и еще кем-то, есть третье лицо, третье обстоятельство. Это может показать, как здесь снова что-то происходит во внешнем мире и накладывает отпечаток на вас, потому что здесь тройки это вообще что-то, да, где ты не один, ты как толпа людей, как общество. И что-то здесь происходит. Ну, может, конечно, проиграться для кого-то, кто в треугольнике, особенно, да, там какие-то отношения построил или не знал, или знал осознанно. Это разрушается. Все, это тайна, она больше не тайна. Уж это как человек узнает об этом. Что-то когда внезапно узнал. Вот особенно про треугольники мне хочется сказать. Ну, давайте так, не у всех, да, есть там треугольники. Здесь просто что-то происходит вот в окружении вашем. И вы становитесь либо участником, либо свидетелем. Башня говорит о разрушении того, что тебя беспокоило. Тройка мечей – это что-то, что ранит душу, ранит сердце, что-то неприятное, не очень хорошая новость пришла, что-то опять не сложилось. Я тут уже настроилась на волну какого-то позитива, да, после семерки мечей. А вам вот отпечаток какой-то накладывается прямо на вторую декаду, что-то как продолжительное. Но здесь это завершается ситуация. У нас башня выпала, но будьте еще готовы к тому, что сила, да, немножечко... Сила – это наше здоровье, это наша уверенность в себе, что-то может ударить по вашей самооценке. Обычно по тройке мечей это еще и сплетни. Не слушайте никого. Никого не слушайте, идите своей дорогой. Пусть ничто не помешает вам пройти по вашей дороге. Вы знаете, как маг, он когда становится на какой-то путь, он идет, и у него фокус только на своем пути. Не давайте другим людям сбить вас с вашего пути.
Кто-то попытается вас немножечко отодвинуть. Здесь как сила, знаете, как, допустим, занимал одну высокую должность, идет понижение в должности, то есть какую-то силу власти немножечко вас как занижают. Давайте дальше рассматривать, потому что так вариантов очень много. Но будьте готовы к тому, что что-то внезапно, спонтанно будет разрушаться, и это что-то связанное вот прям с группой людей. Бывает часто, что мы просто уходим, проявляя свою силу, проявляя свою инициативу, и мы уходим, то есть мы не вступаем в какие-то вот сплетни, да, разговоры не очень приятные, мы оттуда уходим, тем самым вы проявляете свою силу. Это выше меня, да. Очень интересно, друзья. Ну, давайте дальше смотреть. Десятка чаш. Кто-то выберет семью, у кого-то что-то будет связано с домом. Вообще башня у нас еще и переезд, друзья. Может прийти известие о внезапном переезде. Например, если вы арендуете, снимаете жилье, или это ваше временное жилье просто по договоренности, то может прийти внезапная, спонтанная новость о том, что нужно съехать. Причем в какие-то очень короткие сроки. Вы с этим справитесь. Карта сила говорит, ты совсем справишься, но это рушит твои планы. Может прийти новость, известие об увольнении, но вы с этим справитесь, и это все будет для вас то, что выведет на что-то лучшее, на какой-то лучший уровень. Десятка чаш, семья радует, то есть семья ваш тыл. То те люди, кого вы называете семьей, то место, да, которое вы считаете своим домом, это ваш тыл на вторую декаду. По десятке чаш это невероятный результат. Это когда ты хочешь просто кричать на весь мир, что у тебя что-то снова получилось. У вас и тройка чаш, когда вместе группа людей, то есть как будто какие-то обстоятельства будут складываться не лично у вас, а вы как участник. И этого сложно избежать. То есть я отсюда себя достать не могу, я должен здесь участвовать, но тогда берите меньшую какую-то долю участия во всем этом. По десятке чаш вообще прекрасно разрешится. Смотрите, у нас рушится тройка мечей, то есть условно что-то, что ранило тебя, что приносило какие-то разочарования, да, как будто ты об этом думал, надумывал, что-то переживал там, это разрушается и приходит радость. Карта еще раз вот прям умножит на 3, приходит вам какое-то удовлетворение моральное, как порадоваться за что-то. Это могут быть разные вообще сферы жизни. Допустим, в одной сфере идет разрушение, во второй сфере есть семья, которая вас поддерживает. То есть вы не одиноки. Давайте посмотрим работу. Что вообще по поводу работы? Связано ли это с работой или это может быть просто... Так, смотрим. Работа. Пятерка чаш. Угу. Здесь может быть какое-то, как, смотрите, очень много эмоциональных карт. На что-то реагировать очень бурно. Прям будете по пятерке чаш, как не сравнивайте себя ни с кем другим, только с собой прежним. Здесь как оборачиваешься назад и смотришь, да, как об упущенной снова надежде, об упущенном какой-то возможности, карта ностальгии, когда нужно с чем-то попрощаться. Может проиграться так, что кто-то из вашего коллектива будет уходить и тем самым будет нарушать просто как-то такая группа людей уже сформировалась и уходит человек. И здесь как уход, как будто частичка чего-то уходит прежнего из вашей жизни, но место никогда не бывает пустым. У нас в мире все заполнено, то есть где-то что-то мы забираем, и где-то в другое место мы что-то добавляем, то есть всегда заполняется пустое место, да, как говорят, незаменимых нет. По пятерке чаш как волноваться о чем-то, переживать, эмоционально переживать. Добавить еще карту здесь. Так, восьмерка жезлов. Не бывает пустое место. На это место, да, на место разочарования всегда приходит что-то, что вас воодушевляет, то, что вас мотивирует, провоцирует вас действовать еще и еще. А где-то не получилось, где-то не хватило опыта, не хватило слов, особенно слов. Где-то ты поскупился на свои эмоции, то есть не прожил что-то, ну, допустим, да.
то здесь по восьмерке жезлов вперед, вверх. Это карта карьерного роста, это карта, когда, даже не про карьерное, когда мы просто растем, что-то новое учим, не хватает каких-то знаний. Просто иди и подучи, каких-то навыков не бери. Мир современный очень быстро меняется. Те знания, которые ты получил вчера, они сегодня уже могут быть не актуальны. И быстро, будь готов реагировать очень быстро на какую-то ситуацию. Будет много переписки, какая-то корреспонденция, бумаги, может проиграться так, что что-то потерялось, какие-то документы потерялись, но они или найдутся, или их легко будет чем-то возместить, заместить, скажем так, да. То есть не стоит расстраиваться раньше времени. Вот ваша карта на весь месяц, инь и янь. Постарайтесь все время прожить вот в этой гармонии внутреннего спокойствия, что все наладится. Да, сейчас это, я сейчас реагирую, я сейчас принимаю какие-то активные действия. То, что я могу сделать сейчас, я делаю сейчас. То, на что я не могу повлиять, я вообще выбрасываю. Все, это меня не касается. Или это не мое, допустим, да. Может быть, кто-то в отпуск уйдет, а на вас тут нагружают прям свыше нормы, и вы все так в отрицание. Нет, да, потому что ваши планы будут рушиться, да. Так, финансы, друзья, посмотрим ваши финансы. Финансы, Овны, вторая декада. Ага, двойка мечей не хватает. По двойке мечей берегите свои финансы. Конечно, двойки у нас еще карты либо выбора, либо баланса, но не по двойке мечей. Здесь мечи нас направляют на то, как мы мыслим, что мы думаем про финансы, как мы к ним относимся вообще, в принципе, да. Вы как будто от них отворачиваетесь, как будто я не вижу возможности, но вы здесь как в печали, прям в печали. А по двойке мечей не все так плохо, потому что здесь нет никаких спонтанных трат. Здесь, если и мы какие-то есть у вас расходы, допустим, то это только то, что прописано, допустим, четко в вашем листе покупок, допустим, да, если вы до сих пор этого не делаете, то по двойке мечей лучше все-таки сконцентрировать ваше внимание и записывать расходы, доходы, то есть возьми, прими это как за правило. По двойке мечей мы часто не видим, что мы, знаете, как идешь и смотришь все время себе под ноги, то есть ты рано или поздно ты можешь или во что-то врезаться, или в кого-то врезаться, потому что ты все время боишься или споткнуться, или сделать неверный шаг. Вот здесь нужно себя освободить. Так, добавим. Пятерка жезлов. Пятерка жезлов — это активные очень дебаты, это ваше активное участие. Конечно, карты не отвечают у нас за финансы, но здесь показывают, как вы к ним относитесь, что вы делаете, какие шаги вы предпринимаете. Вы точно будете что-то предпринимать, как будто будете, знаете, как отвратительный способ научить детей плавать, но выбрасывают, да, допустим, ребенка в бассейн. Ну, так с малышами делают, я знаю, что, да, по опыту. Как учат плавать, вот так и у вас, как будто, оказавшись в какой-то ситуации, вы просто начинаете барахкаться и спасайтесь, кто может. По пятерке жезлов вы смело можете действовать в любом направлении. Все, что касается финансов, если вы... кстати, вот так может проиграться, что самодисциплина. Возьми под контроль. Вот себя под контроль, это когда мы сами... Пятерка — это кризис проявленный очень активно. Возьми себя в руки и прояви свою дисциплину. Или, наконец-то, заставь себя что-то сделать. Активные переговоры, с кем-то будете вступать в какие-то батлы, может быть, есть невозврат, допустим, вам кто-то что-то должен, и вы здесь прям на защиту своего становитесь. Это мое, как прям выдрать у кого-то с силой, как переговоры могут быть. Эта карта еще говорит, что ты не сдавайся. То есть, если... Может быть, знаете, как кто-то кому-то вы занимали денег, да, вы уже там махнули рукой, не стоит. Здесь поборись за это. По пятерке жезлов мы не сдаемся, мы себя не предаем. Эта карта еще говорит, ты в неправильном пути, иди и продолжай. То действие, которое ты выполняешь, или те действия, которые ты выполняешь, они тебя могут привести к успеху, если ты не будешь сдаваться на полпути. Следующая карта — шестерка жезлов. Помните об этом, да? Так вот, последний шаг, ты никогда не знаешь, когда он последний. Карта соревнований может проиграться так, кстати, кто играет в какие-то игры азартные. Вот здесь очень аккуратно.
Здесь могут быть потери, друзья. Так, ну давайте посмотрим ваш социум. Такая вторая декада задала нам классно такой темп. Эй, я все совсем справлюсь. Прям здесь вас немножко будут приземлять. Так, социум ваш, да? Как вы будете общаться с другими людьми? О, маг, путь мага. Я творю, что я хочу. Куда хочу, туда иду. По магу вы совершенно как вот общество будет формироваться или будете в том обществе, которое вы захотите. Вот как вы решите, так и будет. Ничего нет такого, что смогло бы вас как-то подмять под себя условно, да, то есть вас сложно будет на что-то подговорить, уговорить и так далее. То есть у вас свой четко намечен путь. По магу карта говорит о том, что человек занят своими делами, ему в принципе даже и не до общества, не до общения с другими людьми. Карта показывает, что здесь как избирательно, как маги, да, избирательно. То есть так, этот меня уводит куда-то не туда, этот мне помогает идти моей дорогой, этот мне просто, вот он просто нейтральный, да. То есть здесь избирательно. Карта очень хорошая, она показывает проявление своего внутреннего я и то, что я хочу. Очень мало людей, которые действительно знают, что они хотят. А вот похоже, что во вторую декаду вы настолько будете вот глобально заняты своими личными делами, что на других вам просто, извините, будет, вам не до них будет. Вот так. Так, друзья, Овны, переходим в третью декаду, посмотрим, что принесет вам третья декада. Третья декада, шестерка чаш, карта прошлого, карта приятных воспоминаний, какие-то ощущения будут очень приятные, как будто у нас же память, да, мы мыслим образами, и, допустим, попасть снова в то место и прожить какие-то классные эмоции, или как дежавю, у меня это уже было, или когда ты вот видишь какую-то ситуацию, какую-то картину, и ты такой, это сон или это на самом деле происходит. Прошлое себе напомнить, или как кто-то из прошлого к вам в жизнь придет, или попросится к вам, напомнит, пригласит на встречу. Карта подарков, карта приятных очень сюрпризов, но это люди, с которыми вы уже знакомы. Это что-то, с чем мы уже имели дело. Так. Смотрим дальше, что принесет вам третья декада. Мне бы хотелось бы... извините, друзья, башня. Окей. Смотрим дальше. Ну, по башне у нас что-то внезапно, спонтанно. Идете по улице и вдруг столкнулись лоб в лоб с каким-то товарищем, подругой, с которой вы очень давно не виделись, и здесь прям резко, как молниеносно что-то случилось. Какие-то новости, известия, прям почва из-под ног уходит. Вы можете услышать что-то о своей родине, например. Что-то внезапное, спонтанное. Ну, давайте проверять, это хорошо или плохо, потому что башня сама по себе, да, она с негативом, но все зависит от того, что рядом. Башня просто говорит о том, что ты не можешь никак на это повлиять. У тебя нет силы, энергии. Есть такие вещи, на которые мы не влияем. Мы просто становимся как наблюдателями, да, со стороны или участниками. Но такой участник, когда у тебя руки и ноги связаны, и все, что тебе нужно сделать, это просто переждать. Как грозу, например, да, просто не выходи в открытое пространство, не лезь в горы. Гроза, придет время, она закончится. Угу. Друзья, ну я карты раздаю прямо при вас. Посмотрите, какие карты. 3 старших аркана, причем все 3, они, с таким прям, у каждого свое значение, но они все 3 накладывают огромнейший, друзья, отпечаток. Здесь может быть известие о физической кончине кого-либо. Я прошу прощения, но карты действительно в такой комбинации могут это показать. Во-первых, у нас карта вышла смерть. Карта смерть — это у нас трансформация, но трансформация бывает разная, особенно с башней, что-то спонтанно, внезапно. И дальше у нас идет дьявол, когда хочется выйти, когда ты погружен в какое-то эмоциональное переживание, когда ты не принимаешь тех перемен, которые приходят к тебе в жизнь.
Ну, здесь может быть связано с переездом снова, кто-то может быть, сложились так снова обстоятельства, у нас так карты показывали во второй декаде, складываются так обстоятельства, что ты просто, скрипя сердце, ты просто вынужден покинуть то место, которое ты считаешь своим домом, потому что, ну, так сложились обстоятельства, и ты на них повлиять никак не можешь. И по дьяволу человек настолько эмоционально сложно это все переживает, особенно в такой комбинации, как будто свалилось что-то на голову, и ты это, ну, просто и поделиться не с кем, друзья. По дьяволу работа, может быть очень много работы, как прям меняется какой-то график. Вот вы работали, допустим, по одному графику, график поменялся, это стало очень сложно. То есть какая-то перемена, к которой нужно себя адаптировать. Давайте дальше разбирать. Здесь могут быть какие-то обстоятельства, выяснение отношений с государством, налоговая, да, полиция и так далее. Вот здесь будьте внимательны, потому что башня у нас часто еще как заключение проигрывается. Особенно такое по дьяволу, ты как будто не принадлежишь сам себе. И это тоже трансформирует вашу жизнь, да? Так, друзья, армия, может быть, армия, карты такие, как военных действий. Давайте посмотрим вообще по итогу, в принципе, да, как это все разрешится для вас. Пришло время, друзья, пришло ваше время, как будто человек избран, как будто его нашли, как будто поймали что-то, как будто следили и выследили, что... Я не знаю, что карты мне хотят сейчас передать, я говорю то, что мне вот сейчас приходит. По суду что-то снова про внезапность, про спонтанность, но у тебя есть возможность это избежать, и у тебя есть варианты решения этой ситуации. Я не знаю, что это за ситуация. Здесь миллион, может быть, ну не миллион, а сколько жизненных ситуаций у каждого из нас есть, да? Армия, тюрьма, что еще, работа, что-то не поделили с работодателем, но в такой сложной ситуации, как будто ты заложник этого работодателя, то здесь есть у тебя возможность эту ситуацию разрешить по семерке чаш. Это может казаться как иллюзией, но это еще мультивыбор, то есть из чего выбрать. Выбирай. И это как варианты вам будут предложены. По суду как будто кто-то за вами наблюдает. Ага, так, сейчас такая ситуация, ну как тут человек сейчас это все воспримет, да, потому что все зачастую зависит не от того, что нам говорят и как нам говорят, а все зависит от того, как мы на это реагируем. У нас сразу что есть? Есть уверенность того, что все равно все будет хорошо. Да, я это сейчас принимаю, да, это сложилось в моей жизни, и здесь похоже, что от этого сложно будет отвертеться. Варианты есть, но по дьяволу, ну, сложно, конечно, отвертеться. По суду решение суда, нотариальное какое-то заверение. Здесь похоже, что как будто приходит извещение как о вступлении в наследство, но сначала приходит и само известие о том, что кто-то умер, да, кто-то перешел в другой мир, например. И здесь как приходит какое-то сообщение. Ух, друзья, вот это событие, конечно. Если честно, вот почти 2 года я делаю расклады, в ноябре будет 2 года. Может быть, и было пару вот раз такой комбинации, но чтобы я вот так тяжело сейчас это все прожила, это впервые, честно. У меня прям, мне хочется сейчас остановиться, честно. Так, секунду, глоток воды живительной, волшебной. Что-то, знаете, как будет связано еще с личной трансформацией. Так может быть, как будто вас будут пытаться направить именно, если вы до сих пор не на своем пути, если вы еще проживаете желания других, если вы еще живете по тому сценарию, который диктует общество, то здесь пришло время, вот вам прям кармически, да, такое слово сложное, кармически просто будут складываться так обстоятельства, чтобы вывести вас на вашу дорогу жизни, на вот этот путь мага, чтобы вас
поместить вот в эту гармонию. У нас часто перемены приходят в нашу жизнь через разрушение. Даже рождение ребенка это тоже идет как завершение, разрушение одного и создание чего-то другого. Даже зерно, пока не упадет в землю, не умрет, оно не прорастет, друзья. Вот здесь такие обстоятельства, я вам говорю, мне очень, ну как сейчас. Так, хорошо, вот допустим, та ситуация, которая будет происходить с овнами вот в третью декаду. По итогу, что вы получаете из этой ситуации? Что вы получите по итогу? Туз мечей, друзья. Туз мечей — это та дорога, о которой я вам говорила. У каждого это все, что угодно, может быть, личные отношения, у кого-то рушатся, а по дьяволу это привязка очень сильно, это сложно, особенно когда люди долго вместе. Идет разрешение этой ситуации. Туз мечей — это ты попадаешь в цель, ты как будто рассекаешь свою жизнь на до и после. Вот, допустим, трансформация — это тоже, да, прикрывается одна дверь, открывается вторая, или гусеница превращается в бабочку, и условно здесь как разрубить вот этот узел непонимания, неясности, все вдруг становится понятно, ясно, вы потом поймете, для чего это было создано, вот для чего это вообще в принципе пришло в вашу жизнь. Подписание документов может проиграться, как что-то новое подписать, как появляется перед вами новая возможность, потому что тузы у нас что-то начинают, как открывая ворота, сейчас будем завозить. Но здесь корона, карта триумфатора, друзья. Все, что будет происходить в вашей жизни, хорошее, плохое, принимайте с благодарностью, потому что часто бывает такое, что одна сложность, она не приходит обычно одна, да, одинокая. Она приходит еще с чем-то для того, чтобы человека вот просто вот как нового создать. Пусть третья декада для вас действительно проигрывается как началом создания своего нового «я». И у вас, овны, кстати, начинаются затмения. И плюс-минус 2 месяца к затмениям. Вот здесь как раз начало, потому что у нас, по-моему, 18 июля меняет узлы знак, и у вас как раз вы становитесь главным героем всех этих событий. И здесь может проиграться так, что вас это цепляет. Ну что, давайте работу наконец-то разберем. Я прошу прощения, хотя это карты, с картами у них не надо просить прощения, их надо благодарить, за что я им очень благодарна, что они показывают ситуацию именно так. Когда ты предупрежден, ты способен подготовить инструмент. Вот у вас инструмент, туз мечей, да, меч как инструмент, знание. Вот моя благодарность картам за то, что показали. Так, смотрим, ваша работа. Ваша деятельность, да, где вы будете заняты. 4 чаш, ну понятно, потому что эмоциональный такой идет спад, как нужно прожить через принятие, нужно дать себе время, нужно во все глаза глядеть, чтобы не упустить какую-то возможность. Не теряйте бдительности, друзья, то есть вот есть какая-то одна ситуация, не проваливайтесь туда, просто не забывайте, что есть еще и другие сферы вашей жизни, есть, может быть, другие люди, за которых вы ответственны и так далее. Так, 4 чаш. Что-то не принимаю. Переход. Здесь у вас идет смена. Причем с работой связана тоже какая-то смена, переход, причем от недовольства во что-то другое, вы еще не знаете, куда вы идете. Это условно мы снялись с якоря, мы движемся, мы точно знаем, что мы уходим от чего-то не очень хорошего, но еще мы не видим условно другого берега. То есть да, мы идем, там спокойное море, там все спокойно, там обстоятельства по-другому складываются, но сложно пока сфокусироваться на конечной цели. Отправляйтесь в путь, давайте себе, допустим, что-то рушится в плане работы, задайте себе вопрос, а может быть это не мое, а стоит ли сохранять или стоит дать себе возможность наконец-то сделать то, что нужно мне, не подстраиваться под других людей, условно, да. Здесь все, ваша лодка от берега отплыла, даже не то, что от берега, ее прибивает к какому-то другому берегу, и там точно будет что-то хорошее, как будто вы идете к стабильности, к своей. Вот через разрушение, правда, да, вы выходите на свою дорогу жизни. Давайте посмотрим финансы, наложит ли это отпечаток на финансы. Но обычно такая комбинация накладывает на все сферы жизни. То есть
оно как карточный домик начинает одно за другим цеплять, 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 и наша задача не проваливаться глубоко, не цепляться за все сразу, а расставлять грамотно и правильно приоритеты, шаг за шагом. Так, финансы. Ох, ну здесь император, друзья. Император знает, какой у него будет следующий шаг. Это что-то, как у человека есть план или есть что-то, как отложенные деньги, да, как вклады. Ну, не знаю, кто-то делает сейчас вклады или нет, но что-то на период перемен точно есть в запасе. Император абсолютно уверен в том, что он делает. Император — это, кстати, Овен, да, у нас здесь знак Овна, отвечающий за ваш знак. Это упрямость, упертость. Я все равно дойду до победного конца, я все равно достигну той или иной цели. Да, сейчас у меня такие обстоятельства в жизни, но у меня все сложится, я знаю, что я делаю. Как будто идет, правда, вот создание новой личности. Вот особенно если сейчас у кого, да, возраст такой между 36 и 38, потом 56, по-моему, 58, нет, 54, 56. То есть каждые 18 лет происходит какая-то глобальная трансформация личности. Вот как будто здесь, да. Так, ну, император вообще, в принципе, он не беспокоится о своих деньгах, он знает, что так, все, у меня вот там есть, так, давай решать вот эти проблемы другие, не связанные с финансами, потому что финансы карта показала стабильно. Смотрим вашу социальную жизнь, люди, с которыми вы будете общаться. Семерка Пентаклей, пусть весь мир подождет, я занимаюсь своими делами. Те, кто мне нужен, всегда придут ко мне, я всегда открыт для других людей. И если у меня нет времени, те люди, они меня понимают. Это когда мы в ожидании, то есть так, будет время, я встречусь. Сейчас у меня времени нету, я занят своими делами. Снова же, да, вот весь месяц вас как будто ставят на паузу с общением с другими людьми. Там первая декада выпадала у нас, как будто знакомство есть, да? Но вот по третьей декаде как будто замри, возьми паузу, тайм-аут. Если ты кому-то откажешь, не бойся. Ну, как бы, да, мы уже взрослые люди, да, мы можем сказать нет. Особенно, когда начинают, да, что тебе там слабо, или что у тебя всегда нет времени на друзей. Ну, здесь скажите нет, и те, кто действительно вам близок и дорог, они всегда останутся с вами. И как раз карта показывает, как идет отсеивание токсичных людей, как у нас принято сейчас говорить. По семерке Пентаклей, подождите, это не время растрачивать свои силы и энергию на общение с другими людьми. Помогите себе сами, условно, вот этот замок соберите, конструктор этот для себя сначала, а потом помогайте другим. Все, друзья мои хорошие, я искренне благодарна за ваше время, которое вы провели со мной, с картами. Спасибо вам огромное и до новых видео. Пока-пока.